О чем хотел бы сказать, это о чистоте спорта, имею в виду антидопинговые программы. Мы знаем с вами и оценки, самые последние оценки чиновников ВАДА и наших коллег из МОКа по поводу того, что в комиссии Макларена то ли переводы были неточные, то ли доказательств недостаточно. И еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда об этом говорили, в России никогда не было. Нет, и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом. И, конечно, это тоже вполне естественно. Претензии по поводу того, что нам там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, это мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были бы быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение. Но, и вот сейчас я скажу самое главное. А самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря вот на эти промахи в работе этой независимой комиссии, прислушаться к тому, что она сделала и к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА, потому что надо признать, что у нас достоверно есть выявленные случаи применения допинга. Это абсолютно неприемлемо. И это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор система контроля за неприменением допинга российская не сработала. И это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать. Очень рассчитываю на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват вот в ситуации, которая сложилась. И, как вы знаете, мы создаем новую систему борьбы с допингом. Мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так как это во многих странах мира сделано, на площадку Московского государственного университета. И не фигурально, а в прямом смысле этого слова. Мы разместим лабораторию именно на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, там, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет. Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом. Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Георгиевича Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинговых структур в России. Но и само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все для того, чтобы вот в этой среде, в молодежной спортивной среде, ничего подобного никогда не было. Это молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру. И, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, мы все будем делать для того, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая ВАДА и Международный олимпийский комитет.